Сефиротическая магия, работа с настройкой сознания на большие арканы Таро, относится к разделу ритуальной магии. Ритуалом в магии называется система непрямых действий, ведущих к получению необходимого результата. Например, у вас заболел зуб. Понятно, что надо посетить стоматолога, однако клиник, оказывающих стоматологические услуги, много. Как выбрать одну? Вы начинаете обзванивать знакомых, выясняете, у кого в последнее время были проблемы с зубами, и наводите справки, где они лечились. Эти разговоры никак не сказываются на вашей зубной боли, однако позволяют правильно выбрать врача и в итоге увеличивают вероятность выздоровления. В магии действует информационная модель мира. Здесь работа с информацией напрямую воздействует на события. Например, колдун Вуду создает из тряпок довольно грубое подобие человека – антропоморфную куклу. Он очень приблизительно изображает человека. Глаза и рот на лице, а также признаки пола, например, пенис. Но далее колдун представляет себе образ конкретного мужчины и совмещает его по точкам с куклой. Такое совмещение очень похоже на распятие человека на кресте. Гвозди фиксируют тело в определенных позициях. При рисовании портрета человека также происходит фиксация отдельных важных точек. Фотография от портрета отличается просто числом зафиксированных точек. Изображение объекта, зафиксированное, например, на кукле Вуду, портрете или фотографии, называется вольтом объекта. При этом основное совмещение происходит в сознании мага. Поэтому просто фотография не является вольтом, но она им станет, если маг в своем сознании совместит ее по точкам с оригиналом, настоящим объектом. Создав связь вольта с объектом, человеком, маг выполняет действие с вольтом инвольтирования, которое по каналам связи переносится на объект. Посмотрев на утыканную булавками куклу Вуду, можно прийти к выводу, что это инструмент именно для нанесения порчи, вреда человеку. Но на самом деле это значит, что с человеком что-то делали через вольт. Возможно, наоборот, лечили от болезни. Мы видим на кукле точки воздействия, но само воздействие происходит именно в сознании мага. То есть магический ритуал представляет собой практику информационного воздействия на объект, осуществляемую дистанционно. Такая практика может быть более или менее абстрактна. Это связано только с уровнем сознания мага, то есть его способностью представить подробный вольт и его занятостью, то есть возможностью удерживать этот вольт в сознании. Например, в некоторых ритуалах нанесение вреда, вплоть до убийства жертвенному животному, например, черному петуху, связывается с причинением вреда человеку, врагу, хотя связь есть только в сознании мага или жреца, а результат ритуала зависит не от количества замученных животных или даже людей, в случае человеческих жертвоприношений, а от способности мага к передаче на расстоянии подробной картинки. Не случайно в сцене жертвоприношения Авраамом своего сына Исаака богу Яхве происходит замена ребенка на ягненка. Авраам хотел расплатиться со своим богом за помощь в делах. Собственно говоря, и несчастного ягненка совершенно не стоило губить. Впоследствии в храме Соломона тот же самый бог прекрасно обходился символической жертвой серебряного жетона, назначающего жертвоприношение со стороны конкретного человека. Сегодня можно представить себе бога-метрополитена, которому мы приносим жертву в виде жетона при каждой поездке. Человечество постепенно переходит от материальных денег к электронным карточкам или даже к оплате через мобильный телефон. Следующим шагом, по-видимому, станет как раз образ, созданный непосредственно сознанием человека. Если, например, наша цивилизация создаст автоматизированный метрополитен или, например, аэрофлот и погибнет по каким-то причинам, то через некоторое время люди, пришедшие в храм аэрофлота, аэропорт и принесшие жертву, то есть сообщившие автомату некий пароль, смогут перенестись волшебным способом из одного места в другое. Магические технологии связаны со способностью нашего сознания с помощью определенных кодовых слов менять реальность. Карта 15А связана с энергией стихии огонь и настоящим временем. С этим арканом связана возможность связывания физических объектов и их вольтов. Аркан соответствует энергии связи между монадой, энергетическим объектом и физическим телом. Этот канал связи представляет собой структуру, носящую название серебряная нить. Она проходит через главный энергетический канал в организме человека – сушумну. То есть эта настройка связана с одной из структур нашего тела. На карте мы видим демона Бафомета, символизирующего животное начало в человеке. Демон олицетворяет сознание нашего тела, периферическую нервную систему. Демон сидит на камне, обозначающем материальный физический мир.
Две антропоморфных фигуры, мужская и женская, означают полюса энергии янь и инь. Цепь, сковывающая эти фигуры, это серебряная нить. Скоба, в которой прикована цепь, Муладхара чакра. Цепь захватывает фигуры за горло, что символизирует Вишудха чакру. Демон держит в левой руке горящий факел, означающий либидо, сексуальное влечение. У мужской фигуры горит хвост, что означает активную составляющую мужской сексуальности. У женской фигуры на хвосте гроздь винограда, что означает продуктивную природу сексуальности женщин, ориентированную на рождение детей. Рога у антропоморфных фигур означают верхнее, системное, подключение сексуальной натуры человека, то есть системное управление сексуальностью. Крылья летучей мыши означают ночь как время наибольшей активности этого аркана. Перевернутая пентаграмма, символ «человек», означает монаду человека, притягиваемую в ходе зачатия. В целом, ритуал 15А направлен на установление связи с внешними объектами, инвальтацию. Но вместо зачатия притягивания монады человека этот ритуал может притянуть деньги или желаемый объект. Маг, работающий с энергией этого аркана, создает образ желаемого объекта и протягивает луч захвата к объекту, который соответствует этому образу. Образ желаемого объекта, вольт, собственно и носит название аркан. Луч захвата является продолжением серебряной нити. Он связан со свадхистхана чакрой и предназначен для захвата монады ребенка при зачатии. Эта же энергия на частоте анахаты чакры позволяет зацеплять и притягивать внешние объекты. Обычно луч захвата выходит через область матки и проходит перпендикулярно поверхности тела. У мужчин он проходит аналогично. Человек может провести эту энергию через руку наружу и направить на внешний объект, создав зацепление с этим объектом. Таким образом, настроив сознание на 15А, маг может создать образ зацепления за внешне желаемый объект, например, образ денег или необходимых людей, и притянуть его к себе. Третьей важной энергией для начинающих практиков в системе сефиротической магии является карта 14А. Если карта 16А дает возможность работы с прошлым, стихия вода. Карта 15А дает возможность работы с настоящим, стихия огонь. То карта 14А дает возможность работы с будущим, стихия воздух. Этот аркан дает целый спектр возможностей, включая предсказания и изменения событий будущего, а также алхимические превращения вещества. Здесь мы имеем дело со свойством газа, стихия воздух, обладающего способностью расширяться, заполняя доступный объем. Как и время, которое в системе Тарота имеет не одно, а два измерения. Если линейное время представляет собой просто цепочки связанных событий, то второе временное измерение представляет собой многовариантность или расширение времени. Правило говорит, что в мире реализуются все возможные события, формируя множество, но не бесконечное количество параллельных миров. Можно рассмотреть настоящее время как точку, из которой исходит множество радиальных линий. Горизонтальная линия соответствует настоящему и отделяет прошлое, нижняя часть, от будущего, верхняя часть. Вертикальная линия символизирует наиболее вероятную реальность, разделяя схему на правую часть, время течет медленнее, и левую часть, время течет быстрее. Миры из правой части развиваются медленнее, а из левой части быстрее. Представление о линиях развития реальности основано на представлении о событии. Здесь события – это взаимодействие, сопровождающееся передачей энергии. События обладают разной значимостью в зависимости от количества выделенной энергии. Наше сознание фиксируется внешней энергией. Область энергии, соответствующих нашему миру, наиболее вероятной реальности, называется воспринимаемой. При смещении к инфракрасной области мы подходим к правым мирам, а при смещении к ультрафиолетовой области – к левым. Можно себе представить внешний источник, визуальный или аудиосигнал, имеющий возрастающую или убывающую частоту, отличную от частоты обычного сигнала, находящегося в зоне нашего восприятия, который смещал бы наше сознание в область левых или правых миров. Предсказание будущего представляет собой возможность смещения сознания, ментального тела, по оси наиболее вероятной реальности в будущее. Погрешность при такой работе связана с потерей зацепления за наиболее вероятную реальность и смещением в область левых или правых миров. С другой стороны,
Активное воздействие на будущее данного человека связано со смещением его сознания в область левых миров. Рассмотрим карту 14А. На карте изображен ангел, символизирующий сознание аркана. Светящийся диск указывает на активность третьего глаза. Крылья ангела символизируют воздух. Ангел переливает жидкость, энергию из серебряного сосуда, текущее положение дел, в золотой, будущее положение дел. Превращение серебра в золото показывает на улучшение ситуации в перспективе. Треугольник вершины вверх на груди ангела указывает на духовное развитие как направление действия. Путь за спиной ангела указывает на то, что это действие позволяет стать на путь духовного развития. Нога ангела, стоящая на воде, указывает на развитие интуиции. Кувшинки на берегу пруда символизируют возможные результаты, которые могут быть получены здесь. Сияние вокруг головы ангела указывает на уплотнение ментального тела. Солнце над горой на источник энергии, воротник ангела на диапазон анахата-чакры. Настройка карты 14А состоит из следующих этапов. Первое. Активизировать анахата-чакру в прямом круге. Второе. Настроиться на воздух. Ускорение времени. Третье. Активизировать третий глаз. Четвертое. Настроиться на течение времени, последовательность событий. Для этого взять события прошлого и настроиться на настоящее. Процесс ускорения времени следует повторять циклично, наблюдая изменения в объектах воздействия. В качестве объектов можно взять заряжаемые жидкости. 2 чаши. Циклично заряжая жидкости, маг сравнивает полученные изменения. Изменения, полученные в заряженной жидкости, можно сравнивать, рассматривая их как воздействие на будущее. Анализируя серию воздействий, можно почувствовать изменения будущего, развитие интуиции. Настройка этого аркана позволяет осуществлять 2 типа работы. Первый – активный, второй – пассивный. Активный метод связан со сканированием левой области миров. Маг выбирает устраивающий его ход событий и создает талисман, фиксирующий желательное событие в нужной области. Талисман создается графически в форме спирали при фиксации сознания в точке желательного события. Пассивный метод предусматривает сканирование линий наиболее вероятной реальности с целью прогнозирования желаемых событий. Сам метод работы с сефиротической магией представляет собой способ взаимодействия с планетарным сознанием через канал, обозначенный арканом Таро. Работа производится с помощью особого текста, именуемого заклинанием. Более эффективными являются заклинания, составленные на особых магических языках. Каждый из каналов имеет особое назначение и открывает определенное поле магических воздействий. Заклинание описывает желательный ход событий. В отличие от обычных горизонтальных сообщений, заклинания представляют собой вертикальные послания, адресованные высшему разуму. Рассмотрим подробнее структуру дерева Сефирот, модель планетарного сознания. На нем можно выделить следующие области. Первое. Ниже канала 17, между сефирами Хот и Нецах. Второе. Выше канала 17, но ниже сефира Теферет. Третье. Выше сефира Теферет, но ниже канала 9. Четвертое. Между каналом 9 и каналом 4. Пятое. Выше канала 4. При рассмотрении первой области можно сказать, что арканы 22-17 лежат в основе эгрегоров религии. При этом канал 22, стихия огонь, связан с иудаизмом. Канал 21, стихия вода, связан с религией христианства. На базе канала 19, стихия воздух, построена религия ислама. На базе канала 20, стихия вода, эгрегор мистического христианства, тайные общества, масоны, тамплиеры, розенкрейцеры. Канал 18, стихия воздух, лежит в основе мистических религий Востока, суфии, даосы. Часть канала 15, стихия огонь, лежащая ниже границы канала 17, лежит в основе эгрегора религиозной каббалистики, мистический иудаизм. При рассмотрении второй области можно сказать, что каналы 17, 16, 15 и 14 используются практиками для обучения работе сефиротической магией. При использовании этих каналов возникает минимальное возмущение дерева Сефирот, то есть сопротивление ментала планеты. С одной стороны, с помощью этих арканов, настройка на канал, можно производить реальную работу, но с другой стороны, эта работа будет локальной, не имеющей глобального значения. Существует явление, которое носит название «астральная полиция». Оно представляет собой противоборствующую силу,
направленную из системы на мага, пытающегося изменить ее состояние. Можно описать происхождение этой силы как некой гомеостатической силы, связанной с инерцией мира. Система обладает устойчивостью к воздействиям и противостоит изменениям. Однако в разных областях система обладает разной упругостью. Упругость системы возрастает в более высокочастотной области и снижается в низкочастотной. Можно сказать, что вторая область пригодна для обучения магии, но уже в третьей области сила сопротивления настолько велика, что создает препятствия для первоначального обучения. Здесь есть разрешенные и запрещенные направления воздействия. Разрешены те, которые совпадают с намерением системы, а направленные против встречают наибольшее сопротивление. Обычно сопротивление системы сопровождается видением символа глаз в треугольнике, который обозначает действие астральной полиции.